что покерист испытывает, выходя на финальный стол турнира. Безусловно, это приятное чувство даже в дешевеньких событиях на микролимитах. А если это происходит в соревновании, вход в которое стоит $150 тысяч, и каждый пейджамп – это увеличение выплаты на огромную шестизначную сумму. А какие эмоции вызывает проход в Heads Up, когда разница в призах за первое и второе место превышают $1,5 миллиона. Многие игроки в дипранах испытывают давление денег, что мешает принимать осознанные решения. Чаще всего это проявляется в страхе, из-за которого даже теоретически подкованные регуляры становятся нитами и действуют чрезмерно осторожно. Однако настоящие профессионалы должны показывать свой уровень в любых условиях. Сегодня мы представляем новую рубрику «Что было дальше?». Мы выбираем интересную раздачу с не всегда очевидными поворотами и предлагаем вам угадать, какое действие через несколько секунд предпримет игрок. Южнокорейский этап серии «Тритон», открывший сезон высшей покерной лиги, традиционно был богат на интересные розыгрыши. Мы вернемся на несколько недель назад и посетим финальную стадию турнира за $150 тысяч. Из 128 участников в игре остаются всего 2 профессионала. По пути к Heads Up они разобрались с такими монстрами, как Патрик Антониус, Дэн Дворес, Фил Айви, Федор Хольц, Алекс Фоксен, Дэн Смит. Этот неполный звездный список вылетевших профи показывает, насколько жестокую конкуренцию выдержали финалисты. Первый из них – Алексей Паньков. Это хорошо известный в нашем сообществе регуляр, один из самых успешных покеристов из постсоветского пространства. На его счету почти $26 миллионов только в живых событиях. И это при том, что за всю карьеру он выиграл всего 8 титулов. Как амбициозный игрок, Алексей наверняка испытывает колоссальное волнение, ведь очередной долгожданный трофей находится на расстоянии вытянутой руки. За спиной 126 конкурентов, и осталось устранить лишь одного. Задачу минимум он уже выполнил. Обновил личный best cash, так как за второе место дают $3 139 000. Но Паньков явно надеется, что это не предел. А последним препятствием Алексея является Жоао Виейра. Бывший баскетболист уже давно сменил мяч с корзиной на карты и добился звания самого успешного покериста Португалии. На его счету почти $18 миллионов призовых. Но в число хайроллеров он прорвался относительно недавно, только в прошлом году. Этому поспособствовал успех на серии «Тритон», а также второе место в главном событии в SOP Paradise в декабре. Итак, соперники давно остались 1 на 1. Хотя их очное противостояние имеет более длинную историю, за финальным столом они сыграли несколько значимых дорогих банков. На момент нашей раздачи у Панькова почти 7 миллионов фишек, 17 больших блайндов. У Виейра почти 18 миллионов, 45 ББ. Карты Алексея пока скрыты, поэтому мы пока не знаем, с каким стартером он входит в раздачу. Но делает он это колом на позиции малого блайнда. По сути, в его спектре могут оказаться любые руки, за вычетом нескольких комбинаций. А вот у португальца карманные девятки, с которыми он без раздумий выбирает правильное решение – рейз. Паньков уравнивает, что, правда, очень мало влияет на наше начальное восприятие его диапазона. Он по-прежнему очень широкий. В банке $3 600 000, эффективные стеки – $5,5 миллиона. Выходит доска, которую технически мы можем отнести к текстурам агрессора. Король на доске дает преимущество диапазона португальцу. Из прямых нацев у Коллера только сеты пятерок и семерок, а также очень редко короли в слоуплее. Из других топовых сочетаний у Коллера доперы – король 7, король 5 и 7-5. Этих сочетаний у агрессора нет, что несколько сглаживает общий перевес. Жоао ходит первым. Может показаться, что король на доске делает конт-бет необязательным, но чек был бы ошибкой. Во-первых, у него все еще сильная рука, требующая защиты эквити. Ведь еще одна оверкарта испортит ситуацию, а в данный момент он может собрать value с более слабых сочетаний, например, со средних и третьих пар, а также многочисленных карманок младше. Во-вторых, у соперника множество дро и гадшотов, которые оплатят ставку. Бет 900 000. Можно было поставить и больше, но это ни в коем случае не ошибка.
Паников калирует, значит, у него действительно что-то есть. При этом в его спектре практически нет рук, с которыми он хотел бы рейзить в позиции. Так что кол дает нам и португальцу не так много информации. В банке уже 5 миллионов 400 тысяч, и это уже больше, чем остается в стеке Алексея. Оба соперника уже неплохо привязаны к поту. Это значит, что в случае агрессивной концовки обоим нужно не так много эквити, чтобы внести в центр стола все фишки, естественно, при условии, что их руки будут этого достойны. Выходит двойка не в масть, классический бланк. Решение принимает Виейра. Он снова ставит, на этот раз 1 100 000. У него все еще вторая пара, достаточно сильная, но далеко не топовая рука. Паников задумывается. Если он сейчас уравняет, это будет говорить о том, что у него есть как минимум совпадение, а значит, на ривере в низком СПР он намертво привязывается к банку. Но здесь происходит неожиданное. Паников объявляет all-in. Явно не самая приятная ситуация для Жоао. И самое время для нашего вопроса. Что было дальше? Варианта, очевидно, всего два. Call, fold. Как бы вы поступили в данной ситуации? Пошли бы на риск или же сфолдили? Пишите ваши решения в комментарии. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Вопрос в том, как этот рейс воспримет португалец. Итак, у него вторая пара на доске с королем. Терн никак не повлиял на расстановку сил, поэтому ему предстоит проанализировать спектр соперника на флопе. С чем Паников мог действовать по линии call-raise? Если бы португалец выбрал на терне более крупный сайзинг, у Алексея вообще не было бы мотивации к выставлению. Но бет был небольшим, и повышение генерирует неплохое fold equity. Так что технически рижанина можно положить как на комбинации с королем, так и на пары старше девяток, которые видят неизбежность выставления и не хотят, чтобы ривер ухудшил их эквити. Зато в рейзе очень мало тех же упомянутых сетов и доперов, которые как раз хотят посильнее привязать соперника к банку. И действовали бы от кола. Но есть у него и средние value в виде рук с семеркой. Они не хотели бы переносить экшен на ривер. И их не так уж мало в мире ГТО. А вот способен ли конкурент на столь опасную игру с семеркой на такой стадии турнира? Итак, Жоао проигрывает королям, парам сильнее девяток, но выигрывает у рук с семеркой и блефов. А есть ли у Паникова блефы? От ответа на этот вопрос зависит решение. Heads-up супер дорогого события. Поражение в раздаче лишает соперника $1,5 миллиона. Огромное давление денег. Хватит ли у оппонента смелости, чтобы в такой сложный момент пойти на риск с блефом или со средним value, семеркой? Видимо, Виейра хорошо изучил Алексея и его манеру игры. Он понимает, что перед ним профессионал с большой буквы. Если бы он исключил эти руки из диапазона Паникова, кол был бы строго минусовым. Но нет, Алексей умеет играть в покер и действует оптимально даже в самые ответственные моменты. Португалец уравнивает и облегченно выдыхает. Соперник действительно выбрал для пуша одну из комбинаций, которые он бьет – семерка с валетом. Естественно, он опасается одной из таких же карт на ривере. Но его кол совершенно правильный. Последний аут не спасает Паникова, оставляя его на второе место. Увы, долгожданный трофей снова ускользает от Алексея. Допустил ли рижанин ошибку? Однозначно нет. И дело в сайзинге ставки оппонента на терне. Если бы Жоао ставил крупнее, можно было бы продолжать колом. Алексей в любом случае дошел бы с данной рукой до конца, хотя не факт, что пришлось бы выставляться на ривере. Возможно, все закончилось бы 2 чеками. Но Паников выбрал более агрессивный вариант, с которым вполне мог рассчитывать на успех, если бы у соперника оказалась более слабая комбинация или дро. Это хорошая игра в исполнении обоих профессионалов, которые не отступают от оптимальной стратегии даже в самые сложные моменты. А если пропустили, обязательно посмотрите другое видео, где в главных ролях Пол Фуа и Дэвид Колман за столом мейн-ивента декабрьского фестиваля Тритон Покер, ставшего открытием этапа в SOP Paradise. Поставьте лайк, если видео вам понравилось, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Пока!